Всем привет, друзья! Хочу провести небольшую экскурсию по одной из наших строек. Это очень интересный объект в таком ультрасовременном стиле. Здесь очень много современных материалов. Давайте все сейчас расскажу, покажу, и я думаю, будет полезно и интересно. Заходя в квартиру, мы попадаем в небольшую такую прихожую. За этой стеной находится теплый пол, и планируется сделать ее в керамограните либо в штукатурке, чтобы можно было включить и на крючочек повесить одежду. Вот вы только что пришли, да, там из-под дождя или из-под снега, повесили куртку, и она у вас потихонечку висит и сохнет. Вы потом одеваете теплую, высохшую одежду. Первое, что мы видим, заходя в квартиру, это вот эта большая стена, огромный массив. И он зашит в керамогранит, это ламинам, 3 метра на метр, огромные крупноформатные листы. Но даже их не хватило на полную высоту, и там, видите, такая тоненькая полосочка затерта. Это доборочка небольшая, потому что общая высота коридора у нас 3,20. У нас здесь будет открытая вентиляция, а весь этот потолок будет декорирован штукатуркой под бетон. И на полу также крупноформатный керамогранит от ламинам, 3 метра на метр порезанный. И у нас сейчас на самом деле стоит самый главный вопрос: что делать с остальными вот этими белыми стенами? То ли красить их, то ли их делать фактурной там штукатуркой, то ли какой-то легкой штукатуркой под бетон. В общем, сейчас ломаем голову, обсуждаем разные варианты. Может быть, вы что-то нам подскажете, как лучше декорировать вот эти все стены. Я хотел, чтобы бетон вот так стекал вниз по стене и соединялся с керамогранитом. Но заказчик считает, что это будет слишком много бетона. В итоге мы его вообще высветлили, сделали более светлым сейчас. Главная особенность, что у нас нет картинок, то есть у нас есть просто какие-то референсы, и мы все решения принимаем, по сути, вот по ходу движения, там, на авторском надзоре, на выездах, на обсуждениях. И это супер сложно делать ремонт без полного дизайн-проекта. У нас здесь, по сути, есть только чертежи. Дальше через коридор мы попадаем в большую гостиную кухню. Здесь вот будет 3 окна с шикардическим видом. Здесь также будет бетонный потолок, подвесная шина со светильниками. Ну, в общем, все увидите в конце, когда будет реализация. Вот здесь большая ниша, в ней будет кухня, а перед кухней будет большой остров, совмещенный с обеденным столом. Тоже сейчас, на самом деле, ломаем голову, как лучше сделать, потому что, казалось бы, пространство большое, но места, на самом деле, не так много. И как это все совместить, интегрировать, чтобы подошло под тут все задачи, а задач реально много. Это очень сложный вопрос. Здесь будет лежать везде инженерная доска, и она приходит в такой рваный вот керамогранит. На самом деле прораб меня немножко проклял за такое решение, потому что плиты вот так немножко друг с другом смещены и затекают под кухню и под остров. Но решение было принято, и керамогранит выложили в точности как по проекту. Так как окна панорамные, у нас здесь, видите, фанерой заложены. Это ниши, в которых находятся конвектора, там будут красивые решеточки. И окна до потолка. Над окнами сделаны щели, в них будут красивые деревянные жалюзи на электроприводе. Деревянные жалюзи очень круто смоются, на самом деле их текстуру и там цвет особо-то и не видно, они будут такого серого цвета на самом деле. Но они очень хорошо работают против света, такой графический рисунок получается, такие темные полосочки, из-за них бьет солнце. Плюс это можно уменьшать, прибавлять. В общем, смотрится очень круто и так добротно и богато. Вот в этой части гостиной планировался проекционный экран с потолка и наверху проектор, чтобы смотреть фильмы на большом экране. Но заказчик подсчитал расходы на этот проектор, он стоит там порядка 500 000. И сейчас вообще есть мысль просто купить большой телекс с большой диагональю и смотреть его на... Здесь будет огромный диван двухсторонний, чтобы можно было сидеть и в сторону окон, и в сторону проектора, в общем, тусоваться вокруг этого огромного дивана. Рядом с гостиной у нас кабинет. И рядом с ним гостевой санузел. Здесь я снимал выпуск о том, как сделать трап без перепада и можно ли вообще это сделать. Сейчас уже вот здесь все зашили плиткой. Здесь у нас крупноформатный керамогранит итальянский от Florim. На стенах тоже очень красивая итальянская плиточка под бетон. Здесь вот видно выводы под мозги смесителя. Наверху у нас верхний душ. И внизу это уже финальный трап. Давайте покажу, как это выглядит. Вот у нас получился минимальный перепад, какой только возможно. Большая душевая зона. Здесь будет стекло. И вот финишный трап, он уже поставлен. И обратите внимание, что нету подрезки вот этой пошлой конвертиком. Здесь вся подрезка прямая. А за углом, вот здесь, за большим керамогранитом есть ниша. В этой нише у нас будет полочка для шампуней. Ну, вы знаете, все эти шампуньки, они все разноцветные, там зеленые, красные, и здесь они будут спрятаны за нишей. Их не будет видно, они не будут портить наш красивый вид
красивого гостевого санузла. При входе в нишу вот здесь такой огромный электрощит, и эта нишка будет закрываться панелью. То есть он будет интегрирован в стену и не бросаться в глаза. Справа от входа у нас гардеробная, детская комната и мастер-спальня. А вот здесь находится постирочная. Она довольно большая, здесь поместится на самом деле все что угодно. С холла мы попадаем в мастер-спальню. Здесь будет стоять большая кровать. И напротив две дверки. Левая и правая — это мужская и женская гардеробная. Причем они такие довольно объемные. Здесь вот уже уютно тапочки расположились. По всем стенам будет мебель, что в одной, что в другой. Обратите внимание, лючки здесь везде. Вот здесь даже 3, нет, здесь даже 4 люка. То есть вот машина вентиляционная, 1, 2, 3 люка. И их нужно еще обойти мебелью, чтобы мебель нигде с ними не столкнулась. И это всегда на самом деле большая проблема. В спальне находится балкончик, он холодный, мы его не присоединяли. И перед ним также фанеркой закрыт конвектор, он отсекает холод от комнаты. Рядом с гардеробной в родительской спальне находится мастер-ванная. Давайте покажу красоту. Мужская, брутальная. Здесь все стены в крупном формате. Здесь два цвета. Черный цвет и рыжий цвет под картеновскую сталь. Это все ламинат, 3 метра на метр. Сейчас плохо видно на самом деле, потому что здесь темно, здесь мало света и кажется так очень мрачно. Но по факту будет круто. Внизу большая ванна, это 1,80 на 80 м. Единственное, заказчику не понравились бортики, что они такие довольно толстые. Сама ванна, по сути, получается меньше. Но мне нравится, что вот этот слой, он такой довольно тонкий. Бывает еще тоньше, но это там ультра удорожание сразу какое-то безумное начинается. Вот это смотрится современно и классно. Вот эта черная полосочка над ванной, это излив. Он встроен в стену. И обратите внимание, что слив-перелив здесь по центру. То есть здесь можно вдвоем поместиться. И никому не будет мешать выпуск. В процессе работы мы посчитали, что здесь у нас очень мало хранения, и вот здесь в стенах появилась нишка. Мы хотим сделать там открытые полочки, внизу и сверху сделать закрытые ящики. Рядом с ванной вот здесь будет подвесная тумба, она прям большая, огромная, и над ней будет большое зеркало с подсветочкой. Справа от тумбы находится унитаз, и вот здесь вот вырезано отверстие под кнопку инсталляции. И обратите внимание, опять же, сколько здесь лючков. Вот 1, 2, 3, там еще 4, и здесь выведен диффузор для вытяжного вентилятора. В этой части ванны находится большая душевая, там 1 метр на метр. Вдалеке вы видите трап, уже установлен финальный. Здесь скрытые мозги для смесителя, ручной душ и наверху верхний душ. В минимализме самое важное — это, конечно же, детали. Обратите внимание, здесь уложен крупный формат, то есть большая плитка, маленькая плитка. И здесь нет вот таких косых стыков, косых подрезок, которые идут к трапу. Здесь просто прямые все швы. И это смотрится ультра современно и ультра круто. И на самом деле только тонкие ценители поймут, в чем прикол. Перепад здесь очень маленький, реально маленький. А сама фановая труба от этого трапа, она находится очень далеко. И ребята здесь очень постарались и классно сделали, потому что нет какой-то большой ступеньки. Это все тоже очень тонкие вещи, которые многие строители просто говорят: так нельзя сделать, так невозможно, и делают топорно, вот как они делали там 20 лет назад, так и делают до сих пор. И есть реально крутые строители или там дизайнеры, которые видели, что так можно сделать, которые объяснят вам, как сделать, и вы получите вот именно такой крутой результат. Обратите внимание, что эти огромные крупноформатные плитки стыкуются под углом 45 градусов, то есть здесь вот тоненькая полосочка. Это значит, что каждая плита запилена под 45. Но при этом вот толщина этого керамогранита 56 мм, то есть она меньше сантиметра. И на станке вам такой запил просто не сделают. А так как здесь работает очень крутая бригада, они вот болгарочкой все эти плитки стачивали и подгоняли друг друга. Вы просто подумайте, насколько крутая здесь проведена работа. Рядом со спальней находится детская комната. Здесь у нас сейчас складик. Вот такого цвета будет вентиляция. Она будет черная, глянцевая, открытая в гостиной и коридоре. Здесь у нас остатки плитки, новая плитка. И есть вход в детский санузел. Детской девочки совсем маленькая. Здесь будет унитаз, маленькая тумба и душевая зона. Детский санузел во время стройки используется для всяких строительных работ, поэтому мы решили его в конце вот этой плиточкой декорировать, потому что в процессе стройки его просто, загадят. Стройка здесь немножко затянулась, но сейчас уже идет финальная стадия, и я обязательно сниму обзор, что же здесь получилось. Поэтому, чтобы не пропустить его, то обязательно подписывайтесь на канал.
Если было полезно и интересно, то ставьте лайк. До скорых встреч. Пока-пока.